Так, друзья, привет! Сегодня у нас с вами среда, 28 мая. Давно я не делал обзорчики. Вчера просто был на переговорах в другом городе, а сегодня был на конференции The Trends. Спасибо Эдгару, он мне уже второй раз дарит билетики. Неплохая конференция, народу много, все прикольно. До конца я не высидел, потому что дела есть. И как бы вот завтра будет второй день. Не знаю, удастся попасть или нет, но постараюсь. Ну, давайте посмотрим, что у нас тут биткоин. Наконец-то, я надеюсь, мы здесь закрепимся. Да, пробивает эту трендовую. Неужели? По ней мы идем. Сколько? Давайте посмотрим. Уже, наверное, месяц. Ну, что там у нас? Какой месяц? Уже 2 месяца. Господи. Дурдом какой. Ниже этой трендовой мы не опускались 2 месяца. Что нам ждать? Есть у нас объемы вот здесь, в середине, да? Логично. Ну, надеюсь, их вынесут все-таки. Кто-то писал в конфе, что по опционам на 30 мая куча страйков 94. И где-то там выше, не помню уже сколько. И у меня путов тоже целая куча. И тоже 30-го экспирации. Поэтому я надеюсь, что рынок даст нам немного заработать. Потому что сейчас падение... Ну, какое падение-то идет, господи. Со 109 мы там 107 500, как бы это еще вообще никакое не падение. Но если мы сейчас обратно не вернемся, да, за эту трендовую, то я как бы жду сегодня-завтра. Ну, как минимум вот здесь. Как максимум хотелось бы вот здесь. Но как пойдет, я надеюсь, на ликвидациях как бы мы что-нибудь хоть вниз, хоть куда-то проедемся. У кого-то стопы, соответственно, здесь. Которые здесь подтягивали под трендовую, мы их вынесли уже. Да, и будем надеяться на какую-то коррекцию. Я вообще сейчас разрабатываю другие системы, как бы на следующей неделе я их буду тестировать, да, которым пофигу, куда мы пойдем, ну, точнее, куда пойдет рынок. И не с каким-то там промежуточной историей, да, как, допустим, на опционах, господи, стредл там, стрэнгл, а как бы совсем пофиг. Ну, то есть без вот этой вот дельты. Но рассказывать преждевременно не буду. Сначала буду тестить. И если мне повезет, то мы заработаем на проект. И еще мне надо там кое-что заработать и отдать другим людям. Так, с биткоином понятно. Давайте посмотрим эфир. Ну, опять же, где закрывать шорты, я не знаю. У меня так как опционы, ну, я вот здесь бы, наверное, даже буду прикрывать, если как бы мы сегодня дадим, да, там 102, 103, то один я, наверное, закрою. У меня есть 105 страйк. Я думаю, что на 103, на 102 там хватит мне. Да, у меня есть еще 103 страйк по биткоину. Есть эфир по 2,450. Ну, он там как бы еще далеко и не скоро. И какая-то Solana там валяется уже непонятно сколько. Ну, Solana навряд ли, не знаю, я закрою ее. Я убрал уж очень давно. Цена улетела на 3 копейки и со страйком 148, если я не ошибаюсь. Ну, будем посмотреть, как бы рынок сейчас какой-то странный, идет не туда, куда я хочу. Потому что ему пофиг на мои хотелки. Поэтому мы меняем стратегию и будем работать по-другому. Вот сегодня как раз, когда был на конференции, кто-то то ли Пентагон, то ли еще кто-то там рассказывал на трейд. Шторм Трейд, ребята. Кто не знает, это биржа в телеге. Они там проп-трейдинг тоже сделали, как бы сейчас, я так понимаю, какая-то тема на хайпе. Да, все пытаются туда залезть, потому что бизнес-модель понятная, ты как бы ничего не теряешь.
и только зарабатываешь. Ну, кроме, не считая там маркетинга. То есть все равно люди, когда, если проходят это испытание, как бы они все равно торгуют, как бы, ну, условно, на деньги. Таких же, которые не прошли это испытание. Ну, то есть, там, не знаю, биржи, как их обозвать-то, брокер, брокер, наверное, да, брокеру там своей ликвидности как бы надо минимум. На это и рассчитано, то есть, условно, из 20 человек челлендж этот проходит там, условно, один-два. Да, и они на эти деньги, как бы, ну, деньги тех, которые заплатили за челлендж, но не прошли, как бы отдают условно этому одному, который прошел, и он на них торгует, у него риск ограничен, он их все потерять, понятно, не может. Да, он может потерять только там 10%. И на этом вся бизнес-модель завязана. Как бы они никого не обманывают, да, пользователя. С другой стороны, как бы, ну, неплохая бизнес-модель, как, ну, как бизнес. Извините за тавтологию. И все в эту тему как бы побежали. Хедлайнеры, там еще там Болт, который, ну, у меня есть там ролик на канале, да, там сейчас вот Шторм Трейд. Ну, не суть важно. Мой, кстати, в хедже я слил, а в Болде как бы нет еще. Ну, то есть там практически возле нуля. Как бы все это телепается пока. Какой совет могу дать? Мне как бы не особо есть время этим заниматься. Ну, я имею в виду вот, торговать там с ограничениями рисков, вот такими как бы жесткими. Берите примерно, это будет долго, но риск ограничивайте на одну позицию, там, ну, баксами 100. То есть 100 баксов, вот я риск ограничил, как бы в хедже я там, ну, не котлетил, но как бы такие там стопы брал там по 300, по 400 баксов. Ну и соответственно там это все быстро сливается. Если вы берете там стоп там долларов на 100, то вам будет сложнее это слить, и как бы вы, наверное, по истечении какого-то времени, да, надо будет там помудохаться, ну, там за 2-3 недели вполне реально как бы челлендж пройти, там получить деньги. Ну, я вас буду держать в курсе, как я его пройду, я как бы вам расскажу, как там что работает и так далее. Так, отвлеклись мы немного. Ладно, давайте эфир смотреть. Что по эфиру? По эфиру вообще ничего. А что это снижение? Это вообще не снижение никакое для эфира. 2630 было 2700 на 70 пунктов. Это фигня. Ждать бы я его стал. Да, что, по 2200 бы я бы его подождал. Подождал. Хотя, если на график биткоина смотреть, там оно видно, падение, то здесь как бы пока не видно. Ну, эфир такая штука, он может там за час дать такую соплю, что будет мигом вот здесь вот, допустим. Да, то есть я надеюсь на перекрытие вот этого вот хвоста. Главное успеть до 30-го, а то пройдет экспирация и все это. Они хоть и бесплатные, у меня тут позиции, но все равно жалко. А так основная, ну если объемы натянуть, то они будут где-то в середине вот этой вот штуки. На это там что там 2550. Ну, надеюсь, все-таки катанемся тоже вниз. Здесь у нас вот это вот. Ну, сюда я уже особо не надеюсь, что мы пойдем. Ну, так как я вам сказал, что я там разрабатываю, мне на самом деле пофигу, куда мы пойдем будет. Влево, вправо, в бок. Не, в бок все равно плохо будет. Ну, неплохо, будет просто никак. Я там и не потеряю, ну и не заработаю, если как бы жестко прям в бок. Ну, условно, здесь сколько у нас ширина? 2430, 2700. Ну, это вот еще более-менее. Но долго. На сколько мы вот сюда ехали снизу наверх, 19, 23, 5 дней. Ну, не, это, конечно, ну, не очень хорошо. Лучше биток будем. Здесь хотя бы 106, там 110. Ну, тоже как бы не сильно много, но у меня там можно будет как бы поднять чуть-чуть плечи. Я посмотрю там оптимальную стратегию, но я думаю, что X15. X15 с плечами как бы нормально будет. Так. Ну что,
Будем смотреть ликвидации. Там смотреть нечего на самом деле. Можно даже не смотреть, и так уже знаешь, где там и что там. Хоть смотри, хоть не смотри. Внизу там ликвидности до хренища. Вопрос, как пойдем ли мы ее туда снимать. Да, он и вверху шартов уже набрали. Сколько здесь? На 6. Лихо-лихо. Давно я сюда не заглядывал. Ну и внизу 18. Это еще сюда даже не входит. Это до 96,5. Если там до 95 до 94, я думаю, что там ну, 20-ка-то будет. А здесь, ну, видно было по графику, что держали же там, вот где было 110. Да, все было видно, что там разгружается кто-то. Ну, здесь вот. Как бы, да, покупатель тоже был, но и продавец был. То есть мы подходили сколько раз туда. Здесь вот нас развернули раз, два, три, 4 раза пытались что-то вырасти. Это просто те же как бы все инфлы иностранные. Вот там хорошо, фонды заходят, фонд зашел по 74. По 111 он либо ребалансирует, либо, ну, что как бы идентично скидыванию части объема. Либо вообще может фикситься частично, да, для них, извините, доходность там 40% это как бы космическая. Они там ссут от счастья просто. Если там от 74 они то прокатились там до 112. Это им все можно считать, что ну, если бы, да, допустим, они весь объем бы закинули в биток, да, это им можно год вообще не работать, сидеть. Если они покажут своим инвесторам доходность 40%, те как бы будут счастливы. Поэтому кто-то выходит, кто-то заходит, типа Сейлора, там еще там кто-то говорил, что Трамп что-то там ляпнул, что Трамп медиа там на 1,5 ерда там что-то закупит когда-то, с каких отметок, в течение какого времени она будет покупать, непонятно. Поэтому со стопами, вот как со стопами торговать, да, вот это вот что это такое? Нарисовали треугольник, да, вынесли всех вчера. Я вчера и некогда было мне за рынком следить, ну как бы вот. Все же вот от этого треугольника как бы набирали позы. Все вынесли. Чтоб не вынесли, куда надо было стоп поставить? Ну, условно, можно было, как я делал там в пропе, в середину вот этого вот объема. Ну, где максимальный объем, чуть повыше я взял. Да, все, если ты за треугольник ставишь какой-то стоп, ну, его снесут практически гарантированно. Здесь, да, вот эта линия. Ну, здесь, может, и я, конечно, ее провел там не сильно ровно. Да, но тоже вот они, эти сопли же. Посмотрим. Ну уж я, да, отрисовал как бы не очень прикольно. Ну, давайте вот так вот. Ну, опять же, как? Так, если делать, да, то мы вообще даже не пробили еще трендовую, если как бы брать вот этот лой. Если брать большинство лоев, да, ну вот этот захватываем. Наверное, даже вот этот вот захватываем, да. Вот. Раз, два, три, то уже как бы пробили. Вот это, по идее, нам надо брать. Здесь тоже вот как строить это все. Четко. Ну, здесь вот это первая точка. Вот так вот. Ну, давайте вот так вот попробуем. Где у нас получается максимум? Ну, если трендовую брать, ну давайте вот так вот оставим, да, что-то похоже на правду. Ну, вот здесь мы как бы не коснулись, если так рассматривать. Ну, здесь заходили-то все в треугольник вчера. Я так мельком смотрел.
О, у нас треугольник. Сейчас мы там пойдем вверх. Бычий флаг. Еще там что-то. Кто во что гораст. На самом деле херня это полная. Сейчас вот так вот можем развернуться, пойти вверх. Вообще легко. Просто легко, да? А можем не развернуться, пройти вот эту область и дойти вот до сюда. Ну, это, конечно, я уже из разряда фантастики. Ну, как бы ладно. На 10 баксов, как бы, ну, легко, как бы он ходит. Вниз. 108, ну, 98. Где 98? Вот 98, вот по этим. Может. Да может, а что не может? Но будет или не будет, вот это вопрос. Там весь этот теханализ, это, блядь, так. Как его применять, как бы. Да? Как вот здесь вот тоже, извините, вот она зона, как большая, с большими объемами. Мы ее прошили, вообще считаю, что не заметили. Здесь вот здесь вот объемы были. Да, опять же считаю, что прошли, не заметили. Ну, была там какая-то реакция небольшая. То есть, как его делать, теханализ? Эти, как бы, ну, когда-то работают, да, там, клины эти, ну, рисуем, там, палочки, черточки, там, и так далее. Ну, через раз это отрабатывает. А когда-то не отрабатывает. То есть это же надо как-то еще применять. Одно дело, как бы, ну, нарисовал ты, да, а что в практическом плане делать? Окей, да, вот как линию тренда нарисовать? Что все касания попали или частично? Или по лоям? Или убирать там, так скажем, эти, господи, сопли. Не по соплям, а по телу свечи. Ну, как правильно? Никак, каждый как художник. Я художник, я так вижу. Вот и все. Рынку вообще на эти штуки как бы пофигу. Единственное, как бы, что имеет значение, это ликвидность. Условно, какой-то крупный игрок, маркетмейкер и так далее. А как бы маркетмейкеров всех крупных как бы все знают. На там ДВФ, этот, господи, забыл я название. У них там всего 2-3 штуки. Ну вот они смотрят, ага, так, у нас накопились такие-то позиции. Они же как бы, у них же договора с биржами, они как бы не могут здесь вот не продавать. Ну какой-то там есть у них там какая-то лазейка, они могут из стакана все убрать, допустим. Ну на биткоине там арбитражники придут и так далее. То есть я не думаю, что они на биткоине убирают. То есть они вот во время этого движения всем, кто хочет, они продают. И у них эти позиции, они же никуда не деваются, они их могут как бы хеджировать, наверное, опционами и делают. Но в основном они как бы остаются, и им, чтобы схлопнуть, как бы им в какой-то момент надо делать пролив. Ну это я так думаю, я не знаю, я там у них не работал, но как бы такие версии я слышал неоднократно. И из-за этого этот имбаланс закрывается, не из-за того, что вот цене надо именно туда прийти по какой-то там непонятной причине. По понятной причине туда надо прийти. Надо закрывать позиции эти. И они тоже могут быть там в минусах, как бы тоже количество времени, что и там пользователи условно. Да, где они же здесь не усредниться, ничего тоже не могли. Вот при этом росте. И как практика показывает, ну опять же это просто как бы практика, да, когда вот такие эти идут, то потом мы пойдем вниз тоже, блядь, безоткатно практически. Хотя структура падения мне обычно нравится больше, чем тут такая вот фигня, из которой вообще не выскочишь. Ну это ладно, это уже прошлое. Больше я как бы чисто фьючами торговать не буду. Зачем деньги отдавать им? Обойдутся. Так, ладно, все.
Закончили с лирикой. Фирма стоит. То там биток чуть чихнет, он там это, минус 20% сразу, то стоит. Непонятно ничего. Как это, что? Ну, в итоге, что мы увидели-то? Вот у нас, по сути, боковик. Как бы, ладно, клин я рисовал. Вот, все, мы перерисовали. Когда-то был клин, теперь уже не клин, теперь вроде уже и как бы в бок, ну, не считая вот этого прокола. Вот и все. А если он сейчас сюда не пойдет, допустим, да, а пойдет сейчас отсюда вверх, то вроде как и оставляем клин, потому что получается, ну, боковик тоже, конечно, был. Короче, пофигу. И Фибоначчи эти тоже похрену там, да, ты сетку натягиваешь. О, дошел до 0,5, отлично, Фибоначчи работает. 61 дал. О, или сколько там, 63. О, отлично, Фибоначчи работает. Ясен хрен так можно, как бы, блядь, прогнозировать. Извиняюсь. Хоть что, да, ты там натянул хоть куда-то, ну куда-то он сходит, да? Или там 0,3. И все, и ты с таким умным видом там говоришь, о, ну Фибоначчи работает. А что, конечно, если как бы сеткой натянуть, у тебя там этих значений там миллион, понятно, что до какой-то он там дойдет. А до какой точно? А точно до какой никто не знает. Ну и как бы и применять это каким образом в реальности. Так же как волны. Вот сейчас будет трехволновая структура. Да. Ой, пошли вниз. Ну, значит, вот коррекция АБЦ. А если не АБЦ и потом еще, ну, значит, 5 волн коррекция. Ну, отлично. И что, и как это применять? И что мне с этим делать? Где 3 волны, я думаю, как бы там в позицию заходить. А когда 5, как бы, ой, 5 получилось, как бы так. Ну, то есть нет никаких там понятных систем, да, где ты точно, да, на этом ты будешь, если ты будешь соблюдать риски, тебе как бы эти Фибоначчи подойдут, и эти Хреноначчи там и так далее, вот это вот вся шляпа, и треугольники. Да, ты как бы, ну, на дистанции, если ты как бы будешь блюсти риски, риск-менеджмент, да, ты там заработаешь. Ты не иксанешь, ты не сделаешь там 40% в месяц. Но как бы 5% в месяц ты будешь иметь, если ты как бы умеешь себя держать в руках, если тебе как бы это нравится, если тебе как тебя устраивает доходность 5%, 10% в месяц. Ну вот как бы все. Да, ты можешь любую из этих систем как бы выбрать и по ней торговать, и ты будешь в плюсе. Вот к чему это как бы все мой спич, скажем так. Но большинство это не делают. Ну и я, что греха таить, как бы вот я уже вам про эти рассказываю, про пропы. Мне тоже очень тяжело там условно сидеть. И то я как бы, ну, не высиживаешь, по делам езжу, еще куда-то. У меня не всегда там есть там терминал под рукой, где я там могу закрыть позицию или открыть позицию. Я как бы от ложек накидал, как бы, и все, и как бы хрен с ними. Как бы выставил тейп и эту, и все, и пошел гулять. Ну, потихоньку он растет, не сильно, как бы. Но изначально, как я хотел по-быстрому, как бы с ограничением рисков ничего не получается. По-быстрому можно только просрать. Заработать по-быстрому, как бы, если ты соблюдаешь риски, нельзя. Как-то так. Ладно, все, ребята. Всем пока и до завтра. Удачной вам торговли.